Всем привет! Вы на канале Мужской взгляд. Меня зовут Виталий. Сегодня у нас с вами будет расклад на вашего нового партнера. Давайте посмотрим. Сделаем на две позиции. Так, пока давайте выбираем. Если что, видео ставьте на паузу. 1, 2. Так, давайте смотреть. Единичек, двоечек пока уберем. Так, посмотрим сигнификацию мужчины, новоприбывшего. Знаете, очень страстный человек, да, очень эмоционален, а при этом, знаете, также зависим помимо своих чувств, да, по характеристике, зависим от материальных благ, да, то есть он нравится ему жить в роскоши, да, нравится ему получать деньги, хранить деньги, да, вот все, что связано именно с материальным. При этом, знаете, он руководствуется своей интуицией чаще всего, да, своим сердцем, ощущением по жизни. И это будет сказываться именно и в отношениях, понимаете, то есть в чувствах и в отношениях. Дальше это будет все больше и больше как раз таки заметно, да, вы это будете замечать. Так, давайте посмотрим первое впечатление о вас, какое было при встрече. Знаете, понравилось ему с вами общаться, да, чувствовал себя очень комфортно рядом с вами. При этом вы его действительно зацепили. Посмотрите, да, чувственно зацепили, сердечко у него заиграло, очень сильно понравились. Но дальше он, конечно, будет вас оценивать, да, потому что есть многие вещи, которые ему не нравятся в людях, да, и особенно в отношениях. И здесь мужчина будет действительно вас оценивать, смотреть за вами, приглядывать, да, то, как вы что делаете, да, то есть, ну, такой, знаете, процесс изучения прежде всего, да, то есть просто так ничего, конечно, не будет, да, зацепили, но проверки будет все равно пройти. Так, давайте заглянем в его цели. Так, посмотрим цели его. Зачем он пришел в вашу жизнь? Ну, знаете, почему-то вот вижу исправление ошибок, да, то есть при том не сложились у него прошлые отношения, да, он захотел как бы исправиться, да, и создать что-то действительно стоящее. И доказать прежде всего самому себе, да, что он может сделать семью, да, может сделать здоровые отношения и может действительно быть хорошим мужчиной. При этом, знаете, есть очень сильное такое сокрытие его, скажем так, внутренней части, да, его психологии, скажем так, да. То есть данный мужчина очень многие проблемы не хочет вам рассказывать, да, и не будет этого делать. Но через вас попытается их действительно решить. И это проблемы не денежного характера, да, а именно скорее, опять же, психического, да, потому что нужно ему закрыть некоторые вопросы у себя в голове, да, и он это будет, конечно, делать через ваши отношения, потому что все-таки прошлое у него их было много, прошли не очень действительно удачно, понимаете. Но зато точно могу сказать, что намерения у него будут серьезные, понимаете. То есть здесь человек настроен действительно на развитие отношений, настроен на то, чтобы идти действительно вперед. Конечно, будут разные затычки, да, потому что полной совместимости у вас, конечно, нет, но действительно существовать, скажем так, сможете, понимаете, вместе. Особенно если работать над отношениями вдвоем, понимаете, то есть здесь ситуация такая.
Так, давайте посмотрим, какие скелеты в шкафу он прячет. Что скрывает. Так. Ну, не хочет говорить о своих материальных благах, да, чем он действительно обладает, да, потому что здесь идет прям такое сокрытие его всех благ, при этом свой характер до конца не открывает, а у него он, смотрите, бывает манипулятивный, да, то есть если он чего-то хочет, он это получит, да, если ему это не дают просто так, то он это манипуляциями заработает, да, себе. При этом, знаете, такое ощущение, вот здесь вот про чувства вышло, да, про эмоции. Он поддерживает контакт либо с одной, со своей бывшей, да, либо с двумя. Я вам так скажу. Крутится это вокруг того, что, мол, остались друзьями, да, мол, почему мы не можем просто общаться, да, так что здесь, конечно, ждите от этого нового вашего партнера такую, ну, я бы сказал, странную вещь, потому что не понимаю таких людей, да, которые действительно остались вот просто с общением со своими бывшими. Вот, поэтому здесь он общается, это прям 100%, понимаете. Естественно, он это скрывает, не хочет, чтобы все это вышло наружу, да, потому что он попросту не хочет все это объяснять, да, почему, зачем, да, то есть, ну, есть еще риск того, что все-таки, может, и чувства остались, да, по крайней мере, внешне, когда человек нравится, вот, оставил для себя вариант, чтобы вернуться, да, то есть, вполне может быть. Так, давайте посмотрим вашу совместимость, да, насколько вам будет комфортно с этим человеком в будущем. Ну, знаете, хорошая будет сексуальная связь, да, то есть сразу скажу, вышла треугольник, да, возможно, измены с его стороны, и здесь, конечно, это все будет именно перекрывать, да, потому что вы совершенно не такая, да, вы не привыкли делать так, как данный мужчина. И здесь, конечно, знаете, по совместимости только в интим-плане, я вам так скажу, потому что дальше, что касается души, да, что касается взглядов на жизнь, здесь скорее противоположность у нас с вами получилась, понимаете, то есть, ну, к сожалению, это так. Так, давайте совет. Знаете, по совету вам стоит здесь быть намного хитрее, да, чем вы есть сейчас. И понимать, что если мужчина вами пользуется, то либо вообще не стоит заводить такого мужчину, либо пользоваться им тоже. Понимаете, и здесь совет как раз-таки дается, что вам понравился мужчина, попользуйтесь. Понимаете, то есть здесь отношения имеют место быть, но скорее больше, знаете, как все-таки такой роман. Даже несмотря на то, что мужчина собрался исправлять свои ошибки, но такое ощущение, он погряз в этих ошибках, да, и делает все просто по кругу, понимаете? Потому что общение с бывшими, да, то есть при этом скрылось, что он манипулятор, очень многое не хочет открывать, да, это и какие-то материальные блага, это и, опять же, разговоры с бывшими, понимаете, да? То есть и здесь мужчина действительно ведет себя, ну, попросту не очень хорошо. По этой причине подумайте, да, подумайте, так ли вам это нужно, да, так ли вам нужен этот мужчина, да, и все это новое знакомство. Если же да, то попросту действительно воспользуйтесь
данным мужчиной, да, и попросту насладитесь, да, данным романом, потому что в любом случае во что-то большее, да, из-за мужчины, опять же, да, ничего как бы не получится, потому что создание семьи я не увидел. Мечтания, да, со стороны мужчины, но в остальном, опять же, не скажу, то есть, что мужчина будет делать что-то сверх того, что он как бы себе навыдумывал, да. Поэтому подумайте, выбор все равно остается за вами, да, подумайте и примите решение. Так, ну а мы давайте переходим к двоечкам потихоньку. Сейчас мы это все соберем. Так. Давайте, что у нас двоечки? Так, сигнификация. Так. Знаете, очень неуверенный в себе мужчина. Да, данный, скажем так, ваш новый знакомый хочет что-то из себя представлять, но совершенно этим не является. Может говорить о чувствах, но опять же, когда его спросят, да, то есть сам он этого делать не будет. И еще будет делать это именно в какой-то интимной такой обстановке, чтобы никто не слышал. При этом он умеет вести себя агрессивно, да, то есть также можно сказать, что действительно, если ему, знаете, что-то не нравится, да, данный мужчина попросту от этого может, знаете, отказаться и при этом внутри себя ненавидеть, да, то есть можно даже так сказать. При этом, знаете, по сигнификации, что касается материального, есть у него хорошее место, да, на работе, довольно щедрым бывает, да, не привык скрывать свои какие-то денежные таланты, да, свою материальную выгоду. То есть здесь действительно мужчина не любит скрывать именно деньги свои, опять же, да, любит, чтобы все действительно знали, скорее, сколько он зарабатывает, чтобы им как-то гордились, да, может быть, вдохновлялись, вот что-то вроде этого. Так, давайте посмотрим первое впечатление о вас. Знаете, вы ему довольно сильно понравились, но понравились не то чтобы, знаете, не только ваше тело, да, а также ваш ум и ваша хватка. Потому что он заметил, что вы очень деловая женщина, да, что вы действительно очень умная, что вы умеете заработать копеечку, да, а то и не копеечку, а то и пару миллионов, да, то есть за очень короткий срок. И здесь действительно он увидел эту перспективу, он увидел действительно, что вы сами строите свое будущее и очень независимо. И его это очень сильно зацепило. И, опять же, не только зацепило, еще и вдохновило, я вам даже так скажу. Поэтому здесь мужчина, конечно, захотел с вами продолжить общение, да, и все это вылилось, знаете, в такое действительно знакомство попросту. Так, давайте его цель посмотрим. Зачем пришел в жизнь? Так, знаете, интересно. Здесь данный мужчина к вам скорее пришел, и пришел действительно именно не случайно, понимаете? Кармическая есть связь, очень сильная, да, такая судьбоносная, я бы сказал. Он пришел скорее как наставник, да, то есть пришел как наставник именно духовный. Что-то вам в этой жизни не хватает, да, именно не денег, да, потому что деньги есть, при этом как у мужчины, так и у вас. Вы должны пройти особое испытание, я бы так сказал, которые действительно будут показываться в этих отношениях и прежде всего в общении с этим мужчиной, понимаете? Поэтому здесь, конечно, вас ждет довольно сильное такое испытание,
которая уготована вам свыше, можно так сказать. Поэтому здесь, ну, по его целям, скорее научить вас, да, хоть он о них, кстати, сам и не знает, да, ничего не слышал, можно так сказать. Но делать, конечно, будет вас именно учить, и вы должны будете пройти особый урок, да, урок понимания прежде всего, как тут видно, да, и дальше, думаю, будет становиться больше и больше различных уроков, которые предстоит вам именно пройти и запомнить, да, их результат. Так, давайте посмотрим его скелеты в шкафу, что в себе несет, да. Знаете, данный мужчина, не скажу, что прям что-то сильно такое скрывает, да, опять же, с точки зрения материальных благ ничего нет, да, это мы уже с вами выяснили по даже сигнификации, так получилось. В остальном же, знаете, очень легко, скорее, отказывается от людей, да, то есть ему, ну, как-то не хочется, да, общаться со многими людьми, и он от них просто берет и отказывается. Почему это хочет скрыть? Да, ну, скорее хочет казаться, знаете, каким-то милым парнем, да, действительно надевает маску, да, очень такого милого, хорошего, но в душе он бы, знаете, выбрал бы либо одного человека, да, с которым действительно жил бы, либо жил бы один. То есть это он, конечно, хочет скрыть, его такую некоммуникабельность, я бы так сказал. В остальном же нет секретов, да, то есть прям сильных, ничего такого не видно. Так, давайте посмотрим совместимость. Вы знаете, тут очень хорошая совместимость, я вам так скажу. И в деньгах, и в душе, и, опять же, в интим-плане. Да, то есть, если честно, здесь прям совпадение довольно колоссальное, я бы так сказал. По этой причине здесь, ну, волноваться совершенно, я бы сказал, не о чем. Общие цели, да, прежде всего будут у вас, притом общие цели будут именно в материальном достижении, да, ваших, скажем так, мечтаний, да, может быть, это и покупка какой-то недвижимости, путешествия, да, то есть в этом плане вы все будете прям совпадаете, понимаете. И что касается секса, да, и прочего, здесь также, если честно, существует довольно сильная совместимость, да, и главное, вы будете общаться, да, вы именно в общении, в диалоге будете понимать друг друга еще лучше, поэтому здесь прямо, ну, замечательно у вас, если честно, да, даже добавить-то нечего. Так, давайте посмотрим совет. Знаете, по совету не стоит давить на данного мужчину, да, не стоит его как-то передразнивать, не стоит считать, что вы главнее, чем он, да. Если этого всего не делать, если его воспринимать как равного вам, да, что и нужно делать, у вас отношения пойдут только в гору, да, то есть по совету действительно не стоит его недооценивать, именно в хорошем смысле этого слова, да, то есть иногда вы будете думать, что вы как-то главнее, понимаете, да, иногда вы будете считать, что сделали больше, но на самом деле, если с ним поговорить, направить в нужное русло, да, он действительно полное соответствие вам. И что касается отношений, они, конечно, будут развиваться и быстрее будут развиваться, и качественнее, да, если вы будете действительно на равных и будете его, ну, никак не будете его продавливать, да, это очень важная такая вещь, которая здесь выпала,
да, действительно, не давите сильно на своего мужчину. А так, в остальном, отношения довольно бодрые, да, довольно хорошие. Так что дерзайте, двоечки, ну, сама судьба свела вас с этим человеком, да, поэтому развивайте отношения, проходите кармические уроки, да, и все у вас будет действительно хорошо. Ну, у меня на этом все, да, надеюсь, советы вам обязательно помогут. Хорошо, мы с вами разобрали все. Подписывайтесь на канал, буду всем очень сильно рад, да, не забывайте также, что я есть в других соцсетях, да, там тоже можно ставить лайки. А так, хочу пожелать вам удачи и до новых скорых встреч. Всем пока-пока.